Не так давно людям удалось вывести спутник в космос, но их взгляд обращен уже к Луне. Первыми лунную программу создали США, и она носила имя Аполлон. Но они не первыми достигли орбиты Луны. Первыми же были советские спутники Луна-1, пролетевшая рядом с Луной, и Луна-2, достигшая ее поверхности. Тем временем программа Аполлон ставила задачи не только запуска спутников к Луне, но и доставку человека до конца 60-х годов на ее поверхность. Аппараты Аполлона выводились с помощью ракетоносителя Сатурн-5. Аполлон-1 – это название получила несостоявшаяся миссия, во время испытаний которой произошел сильный пожар и весь экипаж погиб. Миссии до 6-го Аполлона были беспилотные и носили цели испытаний и доработки ракетоносителей и аппаратов. Первый же пилотируемый стал Аполлон-7, целью которого были комплексные испытания командного модуля и командно-измерительного комплекса. Первой достигшей орбиты Луны стала 8-я миссия, целью которой были снова испытания фотоснимки поверхности. Также испытания проводились на 9-й и 10-й миссии Аполлона. А уже 16 июля 1969 года стартовала легендарная миссия Аполлона-11, на борту которой находился первый человек, ступивший на лунную поверхность – Нил Армстронг, а также Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Следующие миссии также все успешно приземлялись на Луне, кроме Аполлона-13, у которого произошел взрыв бака с сжатым кислородом и выход из строя 2 из 3 батарей топливных элементов, впоследствии чего была изменена траектория с помощью двигателя лунного модуля, и аппарат, облетев Луну, успешно вернулся на Землю. В 15-й миссии впервые был использован лунный автомобиль, который использовался также в 16-й и 17-й миссиях. 17-я миссия стала последней из Аполлона, и ее участники стали последними людьми, которые побывали на Луне. Всего на Луне побывало 12 астронавтов. Что связано с советской лунной программой, лунный корабль сразу разрабатывался в нескольких конструкторских бюро, что плохо сказывалось на общем процессе, так как финансы распылялись, и в итоге это и стало одной из причин, по которой пилотируемые полеты на Луну в СССР так и не состоялись. Лунная гонка закончилась, а также вместе с ней в 1975 году закончилась и космическая гонка. Ее концом стала совместная советско-американская программа «Союз-Аполлон», в которой 2 аппарата провели стыковку, и обе страны посетили корабли друг друга. Надеюсь, и сейчас люди вспомнят, что есть что-то важнее войны, например, наука, и воцарит мир на Земле. Ставь лайк, если у тебя такое же мнение.